Здорово, народ! Навье подъехало. Да, спустя триллион лет, но подъехало же. И, кстати, рад вас видеть. Итак, мир стремительно меняется, нейронки обучаются на сверхзвуковой скорости. Еще 9 месяцев назад они генерировали кривоватые картинки низкого качества, а сегодня уже угорают по фотореализму. Вот вам простой пример. Зацените мой запрос в Midjourney 9 месяцев назад. Злая бабка-ниндзя с катаной в больнице. И как мы видим, результат, так себе. Сложно понять, что это бабка, и тем более распознать локацию вокруг. И вот тот же запрос в той же Midjourney, но уже пару дней назад. Чувствуете разницу? Да, есть нюансы, но скорректировав запрос, немного поэкспериментировать, и я уверяю, вы сможете сделать очень крутой вариант. Что будет еще через 9 месяцев, я не знаю, но очень интересно. И вот у вас, наверное, в голове вопросы. И чё, фотографы, дизайнеры, концепт-художники и еще многие другие, эти все люди, давай до свидания. Пока, если честно, мне не очень нравится перспектива нейрохудожников. Я имею в виду тех чуваков, которые вбивают запрос и буквально через минуту получают 4 картинки, выбирают одну, а потом выдают ее за свою работу. В чем прикол такого подхода, я не знаю. Все-таки творчество — это личный процесс, но в любом случае нельзя отрицать, что нейронки облегчают множество процессов и творить становится проще. Главное — это пользоваться с умом. Я сейчас активно изучаю эту тему, причем по всем направлениям, и стараюсь использовать в рабочем процессе по-своему. В целом технология очень крутая, открывает кучу новых возможностей, и в этом видосе я покажу, как я пользуюсь нейронкой на примере своей свежей серии Pix по Hogwarts Legacy. Зацените! Скажу сразу, что в Legacy я не играл, но очень вдохновился идеей и решил создать что-то в таком стильке на свой лад. Итак, начал я с блокинга в Blender. Но вообще все началось с того, что как-то я насмотрелся роликов по Hogwarts Legacy и вспомнил, как еще очень давно хотел сделать что-то по Гарри Поттеру. Но все как-то откладывалось в долгий ящик. Тема по стилю, в общем-то, очень похожа, плюс у меня были наработки, поэтому в этот раз я обошелся без скетча. Как-то сразу прикинул, что мне хотелось бы сделать, и просто в голове скомбинировал старые и новые мысли и начал накидывать примитивами. В общем, решил, что по ходу дела буду додумывать детали. Самая первая и грубая версия блокинга у меня заняла около часа, может быть чуть-чуть больше. На самом деле на этом этапе нужно очень хорошо представлять, что ты хочешь получить в итоге. От этого зависит, как быстро ты накидаешь основу и двинешься дальше. И вообще я советую практиковать блокинг на скорость, это хорошая тренировка на фокус, да и со временем будете работать быстрее. И вот после первой части настает время примерить текстурки. Тут-то я и использовал Midjourney. Окно в конце холла — это генерация. Я просто поставил соотношение сторон 9:16 как параметр в конце запроса и попросил сгенерировать мне фэнтезийный витраж. На выходе получил 4 варианта, сохранил, закинул в Blender как текстуру. Выбрал тот, что больше всего понравился, подключил в Emission, и вот тебе иллюзия витража на просвет. Как по мне, выглядит супер. Вообще, если рассмотреть стандартный подход к созданию работы, то лично у меня в 90% случаев все начинается со сбора референсов. Далеко не всегда сразу есть сформированная яркая концепция в голове со всеми нужными деталями. Поэтому, чтобы что-то создать, нужно пересмотреть кучу материала. Например, интерьеры, предметы, текстуры, световые схемы и так далее, в зависимости от того, что вы будете делать. Часть из этого нужно сохранить, чтобы потом замиксовать со своими оригинальными идеями и трансформировать во что-то новое. И вот что касается текстур. Если это, например, текстура витража, а не какой-то стандартный материал типа дерева или металла, то раньше я бы сел и постарался собрать интересный паттерн вручную на базе того, что я предварительно изучил сам, ради того, чтобы в работе был оригинальный элемент. Но сегодня у нас есть Midjourney, нейросеть. По сути, это цифровой мозг, который делает все то, что я только что описал, но только очень быстро. Я бы даже сказал, слишком быстро. А теперь просто представьте, сколько это сэкономленного времени. Да, я понимаю, что есть правовой аспект, который еще не до конца понятен, авторские права на генерации, легальность и все в таком духе. Все мы ведь помним, как некоторое время назад сообщество художников взбунтовалось по поводу того, что они не хотят, чтобы нейронки обучались на их работах. И вроде как тот же ArtStation добавил теги, которые якобы должны как-то помочь скрыть твою работу от нейросети, но при этом я не уверен, что это работает на все 100%. В любом случае я остановился пока на такой мысли. Генерировать сцену, брать ее и выдавать за свою — это не круто. Генерировать много картинок по своим идеям, вдохновляться, брать что-то во внимание, какие-то элементы — это good.
Потому что, по сути, это как те же референсы из Pinterest, Google или Яндекса, только более целенаправленные. Если ты взял из чьей-то работы скопипастил все подчистую, то это плагиат. Тут все понятно. Если ты взял 20 картинок и из каждой что-то подчерпнул, при этом прогнал через свое видение, то это уже как бы творчество. Что касается паттернов из нейросети, таких как, например, витраж, то тут, мне кажется, вполне себе окей взять в работу, особенно если это не коммерческая история. Это просто один из элементов. Тем более, если есть желание, то можно на базе сгенерированного витража сделать свой. Почему нет? Кстати, в момент, когда я дошел до заполнения пространства пропсами, я решил развесить на стены портреты магов. И тут я опять попросил Midjourney мне помочь. Это еще один крутой способ использования сети. Ты пишешь запрос, что тебе нужен портрет старого мага-чародея, нарисованный маслом в стиле Гарри Поттера. Через минуту, а то и быстрее, получаешь 4 несуществующих деда, но выглядит как будто они реально есть. Опять же, сохраняешь картинку, используешь как текстуру. Профит и сэкономленное время. И тут точно не будет предъяв, что ты взял из гугла фотку реального актера из Гарри Поттера и используешь ее в своей работе. Я развешиваю флаги, похожие на гербы факультетов. Их я тоже сгенерировал в Midjourney и использовал как текстуры, то есть по факту это несуществующие флаги. Что касается самого процесса работы, то я старался моделить основные моменты сам, но, например, столы, стулья, скамейки и подсвечники я взял со скетчфаба, естественно, те, которые можно было использовать. Как по мне, нет смысла моделить все на 100% самому, так как это уже сделано много раз до тебя. Сейчас я имею в виду какие-то простые вещи, такие как столы, кружки и суперстандартные предметы. Конечно, если у тебя есть цель создать уникальный дизайн во всем, то тогда да, лучше все слепить самому. Но конкретно у меня в работе эти предметы это вообще не самое главное в сцене. Вот, например, шкафы, колонны я делал сам. Сначала в Blender использовал скульптинг, а потом уже докручивал в Substance Painter, чтобы это вообще все было по красоте. Ну и также лестницу, перила, стены, арки, центральную конструкцию и всякие мелочи тоже делал сам. Персонажа, кстати, поставил и одел в базовую одежду в Character Creator. И знаете, чем больше я экспериментирую с нейросетями, тем больше возможностей я вижу. Реально, целая куча вариантов, как их можно использовать без ущерба творчеству. Я абсолютно не знаю, что будет через год на рынке фотографов, видеографов, цифровых художников и других креаторов, но трудно не заметить, что нейросети развиваются настолько быстро, что порой я просто не успеваю читать все обновления. Понятно, что какие-то простые работы будут заменены нейронкой. Например, уже сейчас можно создать вполне себе годный логотип за супер короткий промежуток. И логично предположить, что дизайнеры логотипов будут терять свою клиентуру все больше и больше. 100% с каждым месяцем качество генерации от нейронок будет расти в геометрической прогрессии. Будет появляться больше инструментов управления процессом внутри, и возможно уже совсем скоро качественной картинкой будет никого не удивить. Потому что люди будут думать, что это нейронка. Соответственно, труд также будет обесцениваться в каких-то областях. Но я уверен, что будут также появляться новые направления для творческой деятельности. Ну и по сути главной станет не картинка, а идея. Идея будет выделять среди других. Потому что даже если ты хочешь получить что-то сверхоригинальное в нейронке, тебе нужно это вбить словами. А это и есть основа. Это идея. Поэтому я уверен, что не надо бросать дело, которым вы занимаетесь, надо развиваться, вкладываться в себя, в свою индивидуальность и развивать свой стиль, чтобы выделяться среди других. Ну и, конечно же, важно быть в теме новых технологий и использовать все инструменты, которые могут быть полезны в данный момент. Мир не стоит на месте, все меняется, и мы должны меняться. У меня есть небольшая теория, что те люди, которые в какой-то момент своей жизни перестают принимать изменения вокруг, в итоге превращаются в ворчливых старперов, которые на каждом углу говорят, что вот в наше время было лучше. Простой пример. Есть фотографы старой закалки, которые орут о том, что настоящие фотографы снимают на пленку с камерой без автофокуса. А Photoshop это для тех, кто не умеет фотографировать и затирает все свои косяки. Все-таки везде есть крайности, и все, конечно, зависит от нас, как мы используем тот или иной инструмент. Вот как вы думаете, это путь в ад или все-таки это прорыв, который дает нам новый крутой вариант развития? Напишите в комментариях также о том, как вам это видео. А я постараюсь не пропадать с радаров и в ближайшее время выкатить новый интересный ролик по 2D, 3D, нейро-D, нано-D, 4D, 5, 6D, фотошопу, блендеру, бендеру и всяким каким-нибудь крутым интересным штукам. Ну вот видите, есть о чем рассказать. Ну все, скоро снова с вами увидимся. Пока-пока.